Привет. Крутейшая задача из корейского ОГЭ, то есть экзамена за 9 класс, где письменно все нужно объяснить и доказать. Дана трапеция со сторонами, вот основаниями 11 и 25, и боковыми 13, 15, и проведены биссектрисы всех четырех углов. Биссектрисы напишу. И нужно найти площадь вот этого нашего прямоугольника, который получается, если с точек пересечения биссектрис опустить перпендикуляры на нижнее основание. Ну, задача, да, такая техническая, поэтому будем идти быстро, но все-таки мы хотя бы устно что-то обоснуем. Итак, первый шаг. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно найти его стороны, ну, соседние, правильно? Длину и ширину или основание и высоту. Ну, вроде бы понятно, что высота равна половине высоты трапеции. А как-то обосновать, что половине? А? Ну, обосновываться очень просто. Посмотрите, поскольку это биссектрисы, вот эта точка, ну, ее лучше этим розовым, равно удалена от верхнего, вот так, основания, и от боковой стороны, правильно? Вот эти равны. Но с другой стороны, поскольку она лежит на другой биссектрисе, она будет равно удалена от нижнего основания и тоже от боковой стороны. Это равно этому, это равно этому, это равно этому, это серединка, правильно? Все, h пополам. Ну, здорово, h пополам. А как найти h? Как найти h? Я отмечу, что вот это будет h пополам. И теперь задача найти h. Высоту нашей трапеции. Это 11, это 25, это 13, это 15, правильно? Вы опускаете обычно две высоты. Я так не люблю, потому что можно попасться. И я провожу всегда параллельную, разбивая на треугольники параллелограмм. Параллелограммы противоположные стороны равны. 13 будет, 11, 14. Я вылетаю на треугольник 13, 14, 15. Высота которого будет и высотой трапеции. Но высоту треугольника легко искать, правильно? Две формулы лупим. Герона и обычную. 1/2, она h. Все получится. Смотрите. У меня стороны 13, 14, 15. Применяю площадь треугольника по Герону. Напишу Герон. Герон Александрийский. Все. Это P, кто забыл, P минус А, P минус Б, P минус С. Ну и не буду это считать, скажу, что получится 84, треугольник слишком хорошо известен. 84. А теперь площадь треугольника как 1/2 основание, которое 14, на высоту, которая неизвестна, на h, это 84. Ну вот после сокращений всех получается h равно 12. h равно 12. Значит, h пополам 6. Все. Вот эта сторона у меня 6. Окей? Окей. Как найти верхнюю? Вот о чем вопрос. Значит, я кое-что здесь удалю. Это мне уже не нужно. Это не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. И вот это мне не нужно. Вот так. Все. Как найти эту штуку? Что вы скажете? Ну, ладно. Значит, я, наверное, сделаю и поступлю следующим образом. Я приведу среднюю линию. Поскольку мы только что объяснили, что вот эта вершинка находится на одинаковом расстоянии от двух оснований, значит, средняя линия 100%, стопудово, как раньше говорили, не знаю, как сейчас говорят, пройдет через эту вершинку. Раз, и все, правильно? Это средняя линия. Средняя линия. Ну, можно отметить, наверное, вот так, вот так, вот так и вот так. Все. Средняя линия. Средняя линия. Попутно отмечу, что m равна она 25 плюс 11 пополам 18. Так? 18. Средняя линия 18. Все. Хорошо бы отбросить крайние кусочки. Крайние кусочки. Вот есть такое свойство, что биссектрисы соседних углов трапеции взаимно перпендикулярны. Очень быстро это объясню. Посмотрите. Если принять это за x, это за y, то получится, что 2х плюс 2y 180. Правильно? Тогда x плюс y 90. Все. Тогда сумма острых углов вот этого треугольника 90, значит, здесь прямой угол. Правильно? Правильно. А вот это медиана. Отрезочек. Буквы не даю, потому что без разницы. А медиана, проведенная гипотенузе, равна половине гипотенузы, значит, это будет 13 пополам. Напишу 13
пополам. А это будет по той же причине медиана прямоугольного треугольника, проведенная гипотенузе. 15 пополам. И сколько же вместе это составит? Отбросим от 18, узнаем вторую сторону прямоугольника. Это будет 13 пополам плюс 15 пополам, 28 пополам, 14. Ну все, 18 минус 14. Наверное, 18 минус 14 равно 4. Ну, все дела. Я запишу это. 18 минус 14 равно 4. И значит, моя длина, основание моего прямоугольника 4. Ну, тогда площадь 24, это всем понятно. Я запишу здесь, что площадь моего прямоугольника 6 у 4, 24, задача решена. Ну, я думаю, есть и другие варианты. Конечно, вы можете прислать их. Можете оценить мое решение лайком. Буду очень благодарен и признателен. Не теряйтесь, не забывайте нас. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.